конечно, пожары очень большой вред наносят, если может быть больше, чем нужно, то больше, да, то есть черная лесорубы. Ну, черной лесорубами бороться гораздо проще, хотя никто этого не делает. У нас край. Поэтому нужно очень внимательно относиться к разведению костров. Первое, самое главное, ошибка, важнейшая, которую мы видим в лесе, это какая? Вот это вот бревно. Да. Что, убрать, да? То есть, нет, само собой, прежде чем разжигать, его нужно убрать. Люди у нас какие-то, я не знаю, иначе как какой-то тупости и одержимости, я вот не могу это никак объяснить. Потому что все почему-то дружно полагают, что нужно найти самое толстое, самое сырое бревно, кряхтеть, короче, корячиться, выбиться из сил, но дотащить его до костра, бросить с середины его в костер и вокруг него уже что-то разводить. То есть это самая большая и самая глубнейшая ошибка. Никаких толстых бревен в костре быть не должно. Никаких бревен длиннее одного локтя палок в костре быть не должно. Никаких сырых палок. Там некоторые думают, а вот она сырая, кину в костер, она там высохнет и сгорит. Ничего подобного, она будет только портить вам весь костер. Вы должны сразу определиться, для чего вам нужен костер. Если просто для настроения, ну, достаточно, значит, средних каких-то дровишек, да, небольших. Если, ну, для тепла, да, зимой, это пусть средний. Если вы собираетесь всю ночь сидеть, то допустимы толстые дрова, но эти должны быть сухие, звонкие дрова, то есть они должны длиннеть. Вот это вот, это корник. Когда ломается, он приходит. И он внутри сырой. То есть хорошие дрова, чтобы они хорошо горели, они должны легко ломаться, с хрустом. Вот так. Если они ломаются трудно, во-первых, вы выбьетесь из сил, ломая их, так что лучше даже не это самое. Потому что человек идет, когда собирает дрова по лесу, он хватает, о, какая большая, о, какая длинная, я ее тащу и там возле костра разломаю. Вот не нужно к этому стремиться. То есть обычный хворост, вот небольшой, это самое лучшее. Если вы собираетесь приготовить пищу, то есть вам нужен устойчивый, жаркий огонь, то вообще большие дрова там противопоказаны. То есть дровишки должны быть небольшие, сухие. Так, первым делом убираем вот это. Да, еще одна опасность, ну самое главное, вред и опасность вот этого дела. Это то, что вот эту головешку, ее затушить очень трудно, ведро воды может затушить. Кто будет тут в пьяном виде ходить на речку, когда уже там быстрее темнеет, дождь там пошел или что-то там скоро. Будет там таскать с речки воду. Все бросили, короче, бежали, как здесь. Вот ее бросили сюда. Во-первых, ее еще одна очень важная ошибка. Люди приносят в лес с собой топор. Больше глупости я вообще. Во-первых, он весит сколько. Во-вторых, зачем он нужен, так и непонятно. Все говорят, зачем тебе топор? Дрова рубить. Ну ты ж в лесу, зачем их здесь? Они и так здесь везде валяются. Что их рубить? Нет же, вот у него вокруг валяется масса сухих хороших дров, он начинает, берет топор, берет живое зеленое дерево и начинает его рубить. Для того, чтобы городской человек перерубил вот такое дерево пополам топором, который он принес с собой из города, ему потребуется как минимум полчаса. При этом он так выбьется из сил, что он мог бы 7-8 километров пройти сквозь эту энергию, понимаете? И при этом он получит вот такую вот дровишку, которая не будет гореть. Не делайте этого, не напрягайтесь. Зеленые живые деревья, они не горят. То есть, вернее, чтобы они загорелись, нужно потратить больше дров, чем вы получите от их тепла. И многие не в силах, вот это тоже, скорее всего, пытались перерубить. Вернее, они в одном месте ее перерубили, потом говорят, нет, я больше не могу. И кинул ее в костер. Типа сама она перегорит со временем, да? И потом он ее сложит пополам и будет вот так вот еще положить в костер, да? То есть все так поступают.
Абсолютно. Я не знаю, зачем они это делают. Хотя для меня, например, совершенно очевидно, что чтобы она здесь перегорела, нужно 2 дня сидеть. 2 дня. К тому же это дуб, который отличается тем, что кора у него не горит вообще. Вот. Лучший материал для растопки костров это береста. Ну здесь березок у нас поблизости нет, вернее есть, я говорю нет. Ну, у нас достаточно сухая погода, но берестой, вот тонкой корой березы, вот так вот оборваться, она горит как пластик, только гораздо ее легче поджечь. И она есть везде. И она дает очень горячий огонь и поджигается легче, чем бумага. Гораздо легче, чем бумага. Даже когда немного сыровато, она поджигается и хорошо горит. Береста. Ну, здесь у нас первым делом мы берем, конечно, отопление. Ну и еще один важный момент, почему нельзя так. Вот это, вон, там такая же точная история. Очень неэстетично. Люди уходят, остается вот это вот грязь. Кому охота вот сидеть возле этих головешек бумажных? Сажи. Но с такими кострами нужно быть осторожным. То есть если зола белая, значит его не тушили водой. То есть он погас сам, прогорел, и возможно здесь остались головешки, угли, которые тлеют еще. Но мы их не видим просто. Так визуально он как бы потух, дыма нету, но ветерок дунет, и все это загорится снова. Поэтому складывать дрова вот таких с белой золой не рекомендую. Которые легко ломаются. Желательно собирать не с земли, а те, которые вот засохли прямо на дереве. Но они должны быть именно мертвые и засохшие. Они так с хрустом ломаются. Они горят лучше всего. Да, дрова, если вы их собираете, если дровишка лежит на земле, вот так вот лежит, ее лучше не брать, она скорее всего сырая. Если она какой-то ветки где-то вот так вот торчит, то она будет сухая, то есть земли не касается, да. То есть от земли не напиталась влаги, ну, да? Да, то есть они когда лежат на земле, даже вот относительно сухую погоду, она подгнившая, напитывается влагой. Угу. И она гореть не будет. Зеленый, вот видите, вот там вот, очень привлекательный дубок, я тоже повелся, лежит, да, сухие ветки. На самом деле он сломался только вот буквально неделю назад. Ну и не высох еще. А может быть это вот, может быть вот это вот он и есть. Вот, его на нем сидит. Его там срубили, притащили сюда, макушку там оставили. То есть вот эти ветки, они гореть не будут, они зеленые. От них только дыма будет очень много. А в полевых условиях, в лесу, когда вы находитесь, самое ценное, самое главное ваше богатство, и то, что действительно, единственное, что по-настоящему имеет значение, это ваше здоровье и ваш запас сил. Поэтому не тратьте, все остальное ерунда. Поэтому не тратьте времени на то, чтобы нарубить дрова, на то, чтобы их наломать. Просто пойдите и соберите, вот, которые лежат, которые будут гореть. Это менее затратно гораздо, хотя не так красиво. Вернуться из леса с вот таким вот деревом. Вообще сырым, мокрым, да, это прикольно. Все девчонки. Она в нос залетает. Но она не будет гореть. Так, дайте. А это миф или нет, что можно палочку о палочку зажечь? Миф. Я тоже слышал, что это миф. Хоть как ни три, она не загорится. На самом деле, если очень сухая и выбрать как следует, то можно сделать так, чтобы загорелась. Но... Одежка-то тут есть, нет? Одежка? Одежка. Нету. Здесь нет. Какая здесь одежка?
ну какие, как она будет тут передвигаться. И А падать наверху больно она будет. откуда возьмется? Да нет, здесь ниже, дальше, где на равнину выходит, там есть. Стружка есть. Кальян. Сом, камбала, осетр. Сон уже в Сухуме, там есть сом. Камбала поднимается, кстати, на 10 километров от Микуна, а мы Да? сейчас примерно километров на 25. Но тут же как бы пресно-соленая вода, да, получается? Ну здесь уже практически кажется, пресно. пресная Еще она, вот да? буквально перекаты начинаются буквально километра 3-4 ниже того моста, вот где мы через Сухум переехали. Там, а до перекатов соленая вода снизу. Она же тяжелая, она по низу, по глубине там как-то. И когда прилив, то есть она туда попадает. Так, я не знаю, что горит сидит. Помогите, поддержите от ветра. Она рабочая? Я огня не вижу от нее. Сейчас другой даю. Не работает? Не работает? Так у нее даже пламя не выскакивает, по-моему. Нету? Вот, тут я вижу. Да, все желательно дровишки делать, ломать, рубить, желательно в перчатках. Потому что любые травмы на природе это очень неприятно. А есть ли разница, на чем разводить костер? Вот. Нужно ли расчищать белый По-хорошему, пепел? конечно, на снегу не очень хорошо. Ну вот на белой золе можно, на черной. Надо до земли на расчистить? черной не стоит разводить, скорее всего, потому что если вы тем более хотите готовить пищу на нем, ну вы знаете, как у нас тушат костры. Знаю. Тушили. Приятно. Вот, аккуратно, коротенькие дровишки, сперва тоненькие. Берем охапочку, просто поджигаем. Они вот если тоненькие взять, они загорятся. Потом чуть потолще. Вот эти вот будут гореть. Вот это хорошее. Вот эти вот, видите, как ломаются. То есть дрова должны особо... Вот это уже гнилая, от нее будет меньше жара, и она гореть будет. То есть она без такого, без звонкого треска ломается. Это закон такой. Куда ты идешь, туда и дым. Вот, и складываем вот так вот домиком, если хотите, чтобы побыстрее разгорелось, да? Можешь кинуть телефон? Как тебя зовут? Кинуть телефон в красной сумке. Там прям Что кармашек. называется фигва. Костер типа фигва. Вигвам. Не, да. Угу. На самом можешь деле, кидать. вот Он такого вот большой. маленького костерочка, вот даже такого, достаточно, чтобы вскипятить котелок воды. Если он будет достаточно аккуратный, сложен из хороших сухих дровишек, и будет... ну, если я разожгу чуть побольше, тебе уже неприятно будет сидеть на этом дрове. Он сейчас разгорится. Вот. Если вы собираетесь всю ночь сидеть возле костра, то можно принести дровишки примерно вот такого вот размера. Вот это хорошая дровишка. Но поскольку мы всю ночь не собираемся сидеть, а гореть она будет часа 4, вот это. Мы ее отложим в сторону. Елка. Значит, вот елка, лиственница, хвойные, короче. А еще сирень. У нас тоже растет сирень.
или трескун амурский. И он называется трескун, еще второе его название, поселение. Потому что, когда его кладешь в костер, дрова трещат. Точно так же у елки, у пихты, вот это вот пихта в данном случае, цельнолистная, краснокнижный вид, произрастает только здесь, в окрестностях Владивостока. Причем является самым большим деревом, произрастающим на территории бывшего СССР всего. До 65 метров в высоту и 2 метров в диаметре. Так вот, они, все хвойные и еще сирень, когда горят, они стреляют дрова. Поэтому если вы с палаткой в лесу или со спальным мешком, а сейчас все палатки, спальные мешки из нейлона делаются, да, из капрона, то ставьте подальше или не кидайте эти дрова. Потому что искры залетают, выстреливают из костра, будут падать и растут дыры во всем, что горит, во всем, что прижигается. Ну и одежда синтетическая. Сейчас он загорится, можно подуть. Чтобы произошло чудо, надо думать. Это еще сам Соловин говорил. Ну, Николай, ты любишь? Хорошо. Хорошенький, аккуратненький костерок, разгорается. Да, если вы собираетесь кипятить чай, не нужно искать рогульки, вырубать его. Достаточно вот такого бревна и одной длинной палки. То есть его подкладываете под палку, туда придавливаете с той стороны камнем, или наоборот этим под бревно палку засовываете, туда какой-нибудь камень под нее поставляете. И ее вешаете в потолок. Это гораздо быстрее. То бывает, что уже останавливаешься, когда на ночевку в лесу, уже начинает темнеть. Некоторые по 1,5 часа тратят на то, чтобы найти рогульки. Потом еще по полчаса их закачивают и пытаются воткнуть в этот грунт, они не втыкаются. Не тратьте силы. Ваши силы — это самое главное, что у вас есть. Да. И когда рубите дрова, старайтесь, ломаете дрова. Старайтесь делать это в перчатках, потому что любой порез, любая травма руки, а при рубке дров это самое распространенное. Это на природе, нет, потом, самая распространенная на природе травма — это прокол руки шампуром шашлыков, когда вы насаживаете шашлыки. Всегда. Очень, поэтому будьте осторожны. Поэтому всегда, когда это самая распространенная травма. И потом, если вам еще день или два куда-то надо идти, понимаете, ходить вот с проколотой рукой, это очень неприятно. Вы уже ничего не сможете этой рукой делать. Не, ну одно дело, когда дома перед телевизором сидеть, спокойно забинтовал, зеленкой помазал, а другое дело, когда тебе постоянно нужно что-то делать, брать там рыбу чистить, я не знаю, одна рука пошла, и зеленки нет. Я работаю в лесозащите, то есть у меня, в общем, в лесу проходит лес. По работе. А в чем суть вашей работы в лесозащите? Защищать лес. Вот многие Не совсем. путают лесозащиту и лесоохрану. Охрана это, Ага. это разные. Это от одних от других, наверное. Одни Охрана защищают людей, другие, наверное, природу. Да, да. То есть охрана это защита от людей как раз. А лесозащита это защита от леса от повреждений. То есть прежде всего повреждения вредителями, вредными насекомыми, но также компетенции нашей организации, там, грибами вредными и так далее.
Ну то есть вовремя выявить очаги распространения массового. Энцефалит, наверное, в первую очередь, нет? Энцефалит это не вредитель леса, это вредитель человека. Поэтому мы этим не занимаемся. Ну, клещами. Энцефалит наш друг. Если бы не энцефалит, у нас бы леса вообще бы сгорели бы уже давно. Ага, да. Ну, а что делать? Что делать? Я думаю, что те, которые приходят в лес, поджигают его, они гораздо хуже. Лучше лучше сдохнуть, да, чем полить. На мой взгляд, я Дима, держал в какой ты руках добрый. рукопись Владимира Клавдевича Арсеньева, который, ну, слышали, наверное, про Владимира Клавдевича Арсеньева. У меня приятель в географическом обществе, вот он мне давал подержать рукопись в руках, чтобы посмотреть, не опубликованную. Вот он там пишет, что китайцы, местные здесь, уссурийские, тех своих китайцев, которые поджигают лес, забивают палками. Хорошо бы, пишет, и нашим казакам перенять у них этот обычай. Вот. Но он действительно прав. Я считаю, что поджог леса это самое страшное преступление, ну, кроме ядерной войны. Тогда нужно найти нам подходящую длинную палку. Но если открытый мангал, А как он работает? Можно собрать его? немножко стоял состояние. Можно попробовать. В принципе, это хорошая. Только, допустим, те, кто хочет, если вы по 20 километров с рюкзаком проходите по лесу каждый день, да, и кто-то из лесников узнает, что вы тащите с собой кочергу, ну, я не буду говорить, что будет, потому что это очень нецензурное выражение. Не поймут. Да. Так, хрупкая очень конструкция, конечно, получится. На практике не делать его. Да не видим. Наверное, как-то так, да? Скорее всего, я хочу сказать, он упадет. Да, мне тоже так кажется. Разъедутся палочки. Нет, они не разъедутся, но он Не соскользнет. подсветит, Не, да? он не соскользнет. Нормально. Вот, соответственно, да, вы видите, ветер дует оттуда туда у нас, поэтому подкладывать нужно в основном сюда. Так мило. Уже 24 минуты запись идет. На YouTube выложи. Это информация закрытая. Ну тогда мне скинь. Я Да. думаю, не до такой степени, да? Чтобы мне скинуть. Да не, ну да, скину. Можно в группу его залить. Самые Да. лучшие дровишки, которые горят даже в сырую погоду, это ива, конечно. Ну, здесь ивы нету. Они такие всегда, где ивники, там всегда вы можете найти множество таких веточек. Ива растет очень быстро, и веточки у нее очень быстро засыхают, и палки, они всегда ломаются как надо. Легко и можно найти сухие. Лучше всего те ветки, которые вы видите, что они не лежат на земле, но уже засохли. Вот они лучше всего горят.
и ломается. Толстые видно. Это вот видите, снимаю. Она в земле была просто. Да. Это тяжелая, судя по всему, тоже сюда. Но она еще будет гореть. Хотя не очень хорошо, но дыма будет больше, чем огонь. Это липовые веточки. Горят они не очень, но пойдет в данном случае. Лучше всего горят дрова, которые поставлены в костер в таком вертикальном или под углом положении. Так что, ребята, то, что мы с вами набрали, забраковано все. Блин. Как мы ломали. Как ломали, да. Молодцами. Могли бы 3 километра пройти. Зато наглядно. Да, мы старались. Зато прочувствовали. Да, это самое главное. А сколько литров в чайнике? Судя по всему, 2,5. У меня есть чай, я не буду. Ну, хотя попробую, это вкусно. Чайник Обычно- будем кипятить раза 3, Обычно наверное. это чайник, ну, вот, чай, который он пахнет вкусно по-другому. Что обычно? Пахнет по-другому. Да, Пахнет по-другому. деревья растут. Вот. Я думаю, пахнет. Вот так. Большая часть это дубы. Здесь вторичный лес, когда-то здесь был Дубы. чернопикарник и кедратник. Его вырубили, или сожгли. Еще, наверное, в начале 20 века. Не знаю точно. Но от кирпича, от чернопикарника остались вот эти некоторые деревца. Скорее, вот та вот большая вот дерево, видите, вот. С него насеялись все вот эти вот мелкота, вся вот это. И вот здесь вот я ходил, кстати, очень много когда мусор собирал подростков. То есть это маленькие вот такие Это пихточки. фотоаппарат, Вот. Маленькие пихточки. Тут с этим деревом какая история? Оно дело в том, что приносит семена раз в 15 лет. В среднем примерно. Вот эта пихта. Так что позапрошлый год был очень удачный, то есть он был урожай этих семян. И сейчас мы вот здесь в траве можем увидеть его результат. Дуб плодоносит, конечно, чаще, чем раз в 15 лет. Но вот эти вот леса, вот такие вот, они составлены дубами порослевого происхождения, а не семенного. То есть они в основном выросли не из желудей, а из поросли. То есть какой-то дуб сломали или срубили. И из его корней начинают, почки там просыпаются и начинают расти такие штыри, так называемые. И они вырастают вот такой кривой, тонкий дубовый лес. Дубрава это назвать трудно, это дубняк. Вот. Потому что дубрава вырастает из желудей. Там, где лес вырос из желудей, там большие такие мощные дубы, настоящие дубы. А здесь вот вторичный лес порослевой, это вот такие вот как раз недоразумения все. Еще здесь встречается липа. Вот то вот более светло-серое дерево такое вот здесь рядом стоит. Это липа. Очень хороший медонос, запрещен в рубку на всей территории края. Именно из-за того, что основной источник меда для пасечника. Вот стоит бархат похожий. Я сейчас точно не вижу. Бархатомус. Все, хватит.